Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио, и сегодня мы будем шить джинсовый сарафан для кукол. Выкраиваем детали из джинсовой ткани и по желанию дублируем детали нагрудника, спинки, бокового кармана и пояса из ткани для подкладки. На поясе удобнее будет сделать нижние припуски чуть побольше, около сантиметра. Для начала берем переднюю часть юбки и две детали бокового кармана. Делаем надрезы на припусках в скругленных частях деталей и загибаем припуски наизнанку. Их можно зафиксировать парой капель клея. В своих видео я стараюсь показывать различные варианты. И в этот раз боковые карманы мы будем делать на подкладке. Итак, прикладываем деталь из подкладки к юбке. Совмещаем края изнанкой друг к другу, так, чтобы джинс выступал примерно на миллиметр. И сшиваем их по краю. Я сошью сразу контрастной нитью, имитируя машинную строчку. Прошиваю швом вперед иголка сначала в одну сторону, а потом в другую. Теперь накладываем джинсовый карман изнанкой наружу и сшиваем только карман и подкладку по крайним припускам. Повторяем все это и для другой стороны. Затем сшиваем обе части переда по срединной линии. Расправляем и разглаживаем швы. На задней части юбки зашиваем выточки. Пришиваем задние части юбки по бокам передней. Теперь сшиваем по боковым линиям детали пояса. Прикладываем к поясу юбку. Выравниваем по швам, используя швейные булавки. Сшиваем обе детали между собой. Сложив две половинки нагрудника лицевой стороной друг к другу, сшиваем их по срединной линии. Конечно же, вы можете взять и цельный нагрудник. Это просто вариант для разнообразия. И выровняв по центру, пришиваем нагрудник к верхнему краю пояса. Теперь пришиваем детали спинки по краям задней части пояса. Далее, если планируете подкладку,
Сшиваем между собой ее поясные детали. Пришиваем нагрудник. Детали спинки, так же как сшивали джинсовые детали. Теперь еще один вариант пришивания подкладки. Для начала подгибаем наизнанку все припуски по краям. Если нужно, немного фиксируем их клеем. То же самое делаем и с подкладкой. После этого прикладываем подкладку к основной части, изнанкой друг к другу. Выравниваем по краям, опять же, чтобы джинсовая часть немного выступала. И приметываем их, чтобы держались. А после по краю сшиваем их между собой основным швом. Я буду делать это сразу декоративной отстрочкой контрастной нитью. Также сделаю отстрочку по уже имеющимся швам. Отрезаем 2 полоски шириной 1 см для лямок. Длину будем регулировать по кукле. Подгибаем оба края к изнанке. И проклеиваем или прошиваем их. Верхушки нагрудника и спинки я оставлю не прошитыми. На них между джинсой и подкладкой я пришью лямки, тем самым спрятав их концы. И вот так у меня получилось. Я пришила пока только задние концы лямок. И перед тем, как пришить передние, пришиваем застежку. У меня это будет, как обычно, липучка. Ну и конечно, я не могу не пришить шлевки. Можно загнуть края шлевок по принципу лямок или просто оставить их проклеенными. Я померила лямки по кукле и на ней же зафиксировала их. У меня они получились по 7,5 см. Теперь покажу, как сделать машинную строчку вручную. Этот способ отлично подойдет, если нитки разного цвета. Вдеваем верхнюю нитку в иголку, делаем стежок. Теперь обхватываем ей изнаночную нить и продеваем иглу в ту же самую дырочку. Выводим иглу и подтягиваем нити. Получается, мы как бы пришили изнаночную нить петелькой лицевой нити. Таким образом можно продлить строчку, например, на концах или в труднодоступных местах. Также я хочу украсить лямки маленькими пуговками. Пришиваю их на место стыка лямок, имитируя застежку. И можно дальше продолжать строчку. Завязываем пару узелков. И прячем хвостики под подкладку. Пуговками я также украшу нагрудник. И вот такой джинсовый сарафан у меня получился.
А свои работы по моим мастер-классам выкладывайте в Instagram с хэштегом HeoDollCraft. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. А также вы можете поддержать меня на Патреоне. Всего лишь $1 или $2 мне очень сильно поможет улучшить канал для вас. Бесконечного вам вдохновения и до новых встреч!